Здравствуйте, меня зовут Боровикова Ольга Игоревна. Я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня я расскажу про болезненные менструации, что это такое, как с этим бороться. Данное видео снято специально для сайта сбеременность.ру. Большинство женщин так или иначе сталкивается с болезненными менструациями. Особенно часто мы сталкиваемся с такой проблемой в подростковом возрасте. Нередко болезненные менструации сопровождаются нерегулярным менструальным циклом. Причины болезненных менструаций могут быть разные. Рассмотрим основные из них и возможные способы коррекции. Для установления причины необходимо проведение базовых исследований, включающих в себя осмотр на кресле, УЗИ, исследование отделяемого половых путей на инфекции, передаваемые половым путем, и на микрофлору, исследование гормонального статуса. При необходимости возможно проведение лапароскопии, гистероскопии и МРТ. В период установления менструального цикла самой частой причиной болезненных менструаций является дисбаланс гормонов, незрелость репродуктивной системы и нервной системы. В таких случаях по УЗИ можно определить мультифолликулярную структуру яичников. Исследование гормонов в крови позволяет увидеть неправильное их соотношение. При этом не выявляются признаки воспаления и анатомических аномалий. Лечение чаще всего заключается в психотерапии, физиотерапии, применении растительных препаратов и витаминов. Перед менструацией и во время нее возможен прием обезболивающих препаратов. Если такие меры не позволяют достичь желаемого результата, то возможно применение гормональных препаратов. Одной из причин болезненных менструаций могут быть аномальное строение половых органов, затрудняющие либо делающие невозможным отток менструальной крови. При этом по УЗИ определяется кровь в полости матки, в брюшной полости, а при осмотре на кресло можно определить недоразвитие матки и влагалища. Лечение в таких случаях оперативное и направлено на улучшение оттока крови. В более старшем возрасте преобладают другие причины болезненных менструаций, такие как воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, полипы эндометрия, миомы матки и варикозное расширение вен малого таза, а также онкологические заболевания. Причиной воспаления органов малого таза могут быть как инфекции, передаваемые половым путем, так и условно-патогенная микрофлора. При этом по УЗИ могут быть видны признаки воспаления. В мазках на микрофлору и обследовании на инфекции выявляются отклонения. Лечение проводится антибактериальными и противовоспалительными препаратами. Эндометриоз – это заболевание, при котором внутренний слой матки, эндометрий, распространяется в другие слои матки, на брюшную стенку, яичники и другие органы. Возможно образование эндометриоидных кист. Во время менструации эти очаги эндометриоза кровоточат, что вызывает боль. Диагноз ставится посредством УЗИ, осмотра и МРТ. Иногда прибегают к гистероскопии и лапароскопии. Лечение проводится гормональными препаратами. Иногда требуется оперативное вмешательство. При эндометриозе могут быть проблемы с наступлением беременности и образование спаек в брюшной полости. Миома матки – еще одна причина болезненных менструаций. Она может локализоваться в любом слое матки, иметь различные размеры. При этом боль носит схваткообразный характер. Диагноз устанавливается при осмотре и УЗИ. Лечение зависит от локализации и размеров миомы. Возможно применение гормональных препаратов с целью лечения, либо хирургическое удаление миомы, а иногда и всей матки. Иногда причиной болезненных менструаций являются полипы эндометрия. Это разрастание внутреннего слоя матки. Полип можно увидеть на УЗИ. Диагноз подтверждается при помощи гистероскопии. Полипы подлежат оперативному удалению. Варикозное расширение вен малого таза – очень распространенное заболевание. Оно возникает из-за малоактивного образа жизни, частого сидения, генетической предрасположенности, а также частого подъема тяжестей. Иногда протекает бессимптомно. Расширенные вены хорошо видны на УЗИ. Часто сопровождаются геморроем. Лечение такой проблемы
занимаются врачи-флебологи. Онкологические заболевания, хоть и встречаются относительно редко, но могут длительное время не давать клинической картины. При осмотре и УЗИ имитировать полипы и миомы матки. Часто сопровождаются кровотечениями и нерегулярным менструальным циклом. К сожалению, зачастую диагноз ставится на поздних стадиях, когда уже имеются метастазы. В некоторых случаях мы не можем установить причину болезненных менструаций, а в других это связано с индивидуальными особенностями расположения матки. В таких случаях назначается симптоматическая терапия, обезболивающие препараты, либо гормональные медикаменты, уменьшающие частоту и обильность менструаций. В любом случае при болезненных менструациях показана консультация гинеколога и проведение полного всестороннего обследования. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях под этим видео, либо на сайте sberеменность.ру. До новых встреч! Спасибо за внимание! До свидания!